Пишем. Меня зовут Морис Гросс. Я нахожусь в доме по адресу 284 Грин-стрит. Рядом со мной сидит 11-летняя Дженнет Ходжсон. Дженнет, я хочу, чтобы ты рассказала свою историю еще раз. Только на камеру. Дженнет, ты можешь рассказать историю еще раз, просто чтобы мы ее записали? Дженнет. Давайте честно. Когда вы заходите на мой канал, то точно знаете, что тут будет разоблачение. Да, никакого мозговыносящего твиста особо не предвидится, но это нормально, ведь основная идея — показать настоящую историю всего этого, и зачастую она намного интереснее той, которую пишут в газетах. Окей, но что если в этот раз все будет по-другому? А что если мы все это время были неправы, и доказательства существования паранормального были прямо у нас под носом? И скептики, как настоящие мракобесы, специально игнорировали их, так как боялись, что это разрушит их мир, и они больше не смогут писать разоблачающие статьи. Дед, ты опять забыл принять таблетки? Да, действительно забыл. И тем не менее, сегодня мы поговорим о самом задокументированном и самом неразоблаченном случае, связанном с паранормальным. Энфилдский полтергейст. Ни о чем не говорит? Могу вас понять, звучит как очередная суперхерня, но вы, возможно, знаете фильм «Заклятие 2». Он очень известный, разумеется, основан на реальных событиях, как я люблю. Этот фильм, как оказалось, снят один в один по этой истории и даже консультировался с реальными участниками событий. Более того, эта история вдохновила людей на создание многих телешоу, сериалов, документалок и книг. Поверьте, даже если вы не знаете, что это за тема, я уверен, вы просто охренеете. Что такое полтергейст? С немецкого это буквально шумный дух. Явление, когда вроде призрака не видно, но тем не менее все летает по комнате, слышны шаги, а предметы сами по себе загораются. Что, собственно, и произошло в Энфилде. Но так как вы вряд ли понимаете, что именно произошло, сначала нужно погрузить вас в эту пугающую и невероятную историю, с которой все началось. И в этом нам поможет... Как бы ты его назвал? Да я бы его вообще не звал. Да. Я тоже. Летом 1977 года небольшой английский городок Энфилд притянул к себе мировую известность. Пегги Ходжсон вместе со своими 4 детьми снимала дом по адресу 284 Грин-стрит и никогда не думала, что станет объектом исследований на протяжении нескольких лет. Все из-за того, что ее дочери, 12-летняя Маргарет и 11-летняя Джанет, начали жаловаться на мебель, которая двигалась сама по себе в их спальне. Пегги также увидела все это своими глазами. Они очень испугались и вызвали полицию, которая подтвердила, что стул точно двигался, но они не уверены, что именно его двигало. Для выяснения, что происходит, семья обратилась в местную газету, а фотограф, приехавший отснять дом для статьи, был в шоке, когда в него полетели мелкие предметы, взявшиеся непонятно откуда. За дело взялось общество психических исследований и послало в дом своих людей, которые фотографировали, записывали на аудио и видео все паранормальное, и они не ушли с пустыми руками.
Была запечатлена левитация предметов и людей. Был слышен стук в тот момент, когда у девочек брали интервью. А также записаны сотни часов разговоров с некой сущностью, которая вселилась в одну из девочек. Голос был низкий, пугающий, постоянно ругался матом, а губы девочки совсем не двигались. Скептики, ученые, исследователи, которые побывали в этом доме, так и не смогли дать окончательный ответ, что же на самом деле случилось в Энфилде. Я ходил менять штаны. Вот насколько мне было страшно. Еще бы, это ведь просто пересказ статей на эту тему. И на этом заканчивается большинство видосов о призраках. Хотя, казалось бы, какой год. Пора бы и перестать верить во все это. Но люди не могут или не хотят найти что-то опровергающее. Хотя, справедливости ради, может, им это вообще не нужно. Вот давайте по-честному, чисто между нами. Как изменилась бы твоя жизнь, если бы все вокруг узнали, что призраки точно существуют? Лично я бы расстроился, так как вешал вам лапшу на уши. Но многие, наоборот, порадуются, потому что есть что-то еще после смерти. Так вот, Энфилдский полтергейст — это настолько однобоко поданная история, что у людей, в принципе, нет других вариантов, кроме как поверить во все это. Но если в конце ролика окажется, что все это правда, как изменится твоя жизнь? Пока ты размышляешь над этим, я расскажу, что для расследования и большего понимания ситуации я заказал из Англии 2 главные книги по этому делу. Одна написана Гаем Плейфером, парапсихологом, который чуть ли не каждый день проводил в этой семье, пытаясь выяснить правду. И книга, написанная Мелвином Виллином, «Записи Энфилдского полтергейста». В чем суть? К сожалению, в сети невозможно найти полную коллекцию аудиокассет, которые записывали исследователи. Она, безусловно, существует, но ей владеют SPR – Общество психических исследований, которые занимали ключевую роль во всем этом. И я бы мог выкупить оцифрованные записи, только их никому не дают, кроме своих адептов, так сказать. Но я, как всегда, нашел выход. Это официальная расшифровка всех этих аудиокассет, и, что самое главное, без своего дохрена важного мнения. Только факты, которые я сверял с другими источниками. Ну, после такого долгого предисловия можно и начинать. Я обещаю, вас ждет жутко интересная история, где я покажу вам настоящую левитацию. И демонический голос, который нельзя подделать. Наверное. Начнем с самого простого, но совсем неочевидного. Зачастую люди узнают об этой истории после просмотра фильма «Заклятие 2». Забегая вперед, расскажу, что это просто пересказ всей этой истории с некоторыми упущениями и утрированный в миллиард раз, из-за чего этот понос смотреть просто смешно, зная, как все было на самом деле. Но не суть. Фильм рассказывает про дело всемирно известных исследователей паранормального Эда и Лоррейн Уорренов. Вы их прекрасно знаете по моим выпускам. Да, именно они доказывали, что кукла Аннабель убивает людей, а ужас Амитивилля — это история, связанная с демонами. Вообще-то нет, но какой смысл в моих словах, если эти исследователи уже мертвы? Трейлер «Заклятие 2» начинается с разговора девочки Дженнет, вокруг которой и происходило все паранормальное, и Лоррейн Уоррен, 1977 год. Да, действительно, именно тогда все и началось. Далее фильм практически слово в слово пересказывает историю, даже показывает мнение скептика Аниты Грегори. Главные герои этой истории – дети. Дети могут устраивать различные розыгрыши. Которая действительно это говорила. Все выглядит очень даже хорошо, но в середине фильма начинается полная дичь и отсебятина, которая не имеет ничего общего с историей. А в конце из девочки изгоняют демона и титры, где опять сказано, что это реальная история, чтобы никто не забыл. И все бы хорошо, только никакого изгнания не было. А Эд и Лоррейн Уоррены не связаны с этим инцидентом. Что? Да, они 1 или 2 раза приехали в дом после 1978 года, когда история уже была во всех газетах, записали вот этот разговор с духом. Сказали, что этот демон арендовал девочку и не хочет с нее съезжать. Намекнули всем, что можно написать книгу и на этом заработать, и свалили восвоясье сраное искать других привидений. Классическая история Уорренов, молодцы, держат планку, как всегда говно. Эд, тут творится какая-то дичь. Лоррейн, собирай вещи, мы скоро будем богатыми. Охренеть, она летает!
очень богатыми. Но у разумных людей возникает вопрос, почему же тогда фильм о них? Да потому что они известны. У них есть аудитория, и фильмы по их историям достаточно кассовые. А еще Лоррейн знакома с режиссером, ведь она его консультировала для фильмов. Мне интересно, как он будет консультироваться теперь, когда уже никого в живых нет. Может, отправить ему? Хотя у него, наверное, уже своих хватает. На самом же деле, все расследование проводили два других человека. Морис Гросс и Гай Плейфер, которые показаны в фильме как миньоны, выполняющие приказы. Эти люди как раз проводили месяцы в этом доме, изучали все версии, а по итогу написали вот эту книгу, которая приходит к выводу, что все происходящее – правда. Летающие предметы, голос умерших, появление призраков – все это задокументировано. Но давайте поподробнее о тех, кто топил за необъяснимое. Эд и Лоррейн Уоррены. Демонолог и ясновидящие, сделавшие карьеру на расследовании паранормального. В любой непонятной ситуации говорили, что человек одержим демоном и ему нужно изгнание. Энфилдский полтергейст не исключение. Морис Гросс, исследователь паранормального, который незадолго до этого потерял свою дочь, которую, по великому совпадению, тоже звали Дженнет. Пришел к выводу, что все происходящее чистая правда и такое невозможно подстроить. Гай Плейфер, парапсихолог, написавший много книг, где доказывал реальность паранормального. Именно его книга про Энфилдский полтергейст дала старт для цитирования истории в поп-культуре. Как видите, все эти люди так или иначе связаны с потусторонним. Но на последнем остановимся поподробнее, чтобы понять прошлое человека, который играет в нашем рассказе ключевую роль. В 1975 году он выпускает книгу, которая называется «Летающая корова» и повествует о настоящих бразильских целителях и магах. Вся книга, разумеется, имеет неопровержимые научные доказательства. Но настоящий научный журнал New Scientist сделал небольшую рецензию на это и написали то, с чем я очень сильно согласен. Когда мы читаем книгу, мы склонны принимать за чистую монету факты, выдвинутые в качестве доказательств. Особенно, если они касаются того, о чем мы не имеем представления. Многие книги злоупотребляют наукой, чтобы ввести в заблуждение. Все верно. И не только книги. Я часто об этом говорю. Нельзя просто взять и довериться, даже если человек вызывает доверие. Ау. И они оказались правы. Все примеры настоящих бразильских медиумов из этой книги – фальшивка. Карлос Мирабелли, Чика Ксавье, о котором отдельно поговорим, все это большой продуманный фейк. В другой же книге он доказывал реинкарнацию, а еще одна была посвящена известному мистификатору Ури Геллеру. И, разумеется, там он выставлялся как человек с настоящими способностями. Что мы имеем? Почти все книги этого человека содержат информацию о паранормальном, которая так или иначе была разоблачена. Значит ли это, что книга про Энфилд тоже фейк? Разумеется. Нет. Раз в год и призрак в доме обитает, как говорится. Помимо Плейфера, в доме было множество людей, которые все видели своими глазами. Я же просто хотел сначала рассказать вам про прошлые работы этого исследователя. Это нам поможет. Разумеется, нашлись и скептики. Они утверждали, что во всем замешаны девочки, они просто водят всех за нос. Но так как доказательств этому не было, всерьез их никто не воспринимал. Мол, если человек скептичен, то он и найдет скептическое объяснение, игнорируя другие. Это интересная фраза. Запомните ее. Плейфер вообще доказывал, что он не мог быть обманутым какими-то маленькими девочками. Мол, он настолько крут, что это нереально. Ну, я бы не утверждал так наверняка. Обмануть можно кого угодно. Например, Артура Конана Дойля, на секундочку создателя детектива Шерлока Холмса, в 20-х годах обманули маленькие девочки вот этими фотографиями фей. Если вкратце, то Конан Дойль всем доказывал, что это не подделка и прямое доказательство фей. Разумеется, дав пропуск этой истории в массовую культуру. По итогу выяснилось, что девочки просто над всеми угорали, и это были просто подделки из бумаги. Вот так известный писатель оподливился, с кем не бывает. Вспомним двух девочек из Салема, из-за которых начался процесс над салемскими ведьмами. Дети могут обманывать, и это не новость. Мне сюда говорить? Ага. В общем, да, я не думаю, что какие-то две девочки могли меня обмануть. Я в этом бизнесе много лет и многое повидал. Вы можете спросить у моего оператора, он постоянно со мной, и мы постоянно видим паранормальное и снимаем это на камеру. Я не знаю, как вы, но я постоянно слышу, как летают предметы и вижу всякие звуки. В этом доме точно творится какая-то дичь. Гай Плейфер.
Лучший разоблачитель паранормального. Но замешан ли обман в нашем деле? Во многих книгах и отчетах указывается на то, что когда Анита Грегори, также член общества психических исследований, приехала исследовать дом к своим коллегам, то увидела, как камера случайно сняла, как девочка бегала и сгибала ложки, чтобы все подумали, что это сделал призрак. И это было показано в фильме, кстати. Вот вам и слепая вера. Все, можно закончить все. Это очевидно, что это подстава. Но знаете, что произошло? Это правда ты сделал? Он сказал, что убьет вас, если я не заставлю их уехать. Да. Дух заставил отвлечь внимание. Не будем обвинять тех, кто в это поверил. В конце концов, это всего лишь ложки, а паранормальных событий было около 2000. В дальнейшем девочки сами признались, что фальсифицировали некоторые фишки для привлечения внимания, но только в 2% случаев. А летали по-настоящему и по-демонесски говорили тоже. Ну что ж, за язык никто не тянул. Рассмотрим поближе именно те вещи, которые, по словам этих девочек, были 100% неподдельными. Тем более, у нас есть этому подтверждение. Купив книгу с расшифровкой всех аудиокассет, связанных с Энфилдским полтергейстом, и тщательно ее прочитав, можно уловить мелкие, но очень важные несостыковки, а именно искажение многих первоначальных фактов. Голос изначально утверждал, что он Билл Уилкинсон, и так было далеко не один раз. Но позже это стал Билл Уилкинс. И нет, это не опечатка. Окей, запомнили. Этот Билл говорил, как и где он умер, и где похоронен, и другие конкретные вещи. И многие программы делали на этом очень сильный акцент. Якобы это и есть доказательство. Можете посмотреть. Таинственный голос ясно сказал, что он, Билл, умер в этом доме. Но Моррис так и не смог это подтвердить. Спустя 3 года пришло письмо, в котором человек написал, что его дядя умер в этом доме задолго до переезда Ходжсонов. Мы нашли свидетельство о смерти, и это правда. Он действительно умер в этом доме. Его звали Уильям Уилкинс. Но все называли его Билл. Спокойной ночи. Но если вас это еще не тревожит, то как насчет того факта, что это не выдумка? На исследователя Морриса Гросса действительно вышел человек по имени Терри Уилкинс и сказал, что его отец, Билл Уилкинс, действительно жил в этом доме раньше. Все пазлы сходятся, а мои мурашки, кажется, убежали нахрен. Мне становится действительно не по себе от осознания того, что все вокруг отупели. Да, я знаю, что в программе сказали о дяде, а я говорю об отце. Но я-то не виноват, что эти паранормальные наркоманы не могут историю нормально запомнить. Это был его отец. Во-первых, то, что он жил в этом доме до паранормальной семьи, не было новостью ни для кого, потому что он, мать вашу, там жил. И это, разумеется, знали даже соседи. Во-вторых, открываем книжечку с расшифровкой материалов и видим, что его сын Терри на самом деле давал интервью, только вот он сказал, что это максимально не похоже на отца. Он был тихим, не матерился, возраст смерти свой назвал неверный и умер не от сердечного приступа. Фантастически тупой призрак. Не может даже свою биографию вспомнить. Ну или деменция уже началась. Но вот еще кое-что. Терри показалось, что дух говорит не как его отец, а скорее как ребенок. Интересное замечание, не правда ли? Билл часто меняет тему, что очень раздражает. У Джанет была такая же привычка. Пишет Гай Плейфер. Так может, девочки просто знали немного биографии этого человека и притворялись им? Но как быть с этим жутким голосом? В фильме и сериале демонический голос показан как измененный голос, который издает девочка. Это мой дом. Убирайтесь отсюда. Наверняка это было сделано для большего реализма, ведь не забываем, основано на реальных, нереальных событиях. На самом-то деле девочка отрицала, что это исходит из ее рта. Ее губы не двигались, а хриплый голос все продолжал доноситься. No. Who's there? Doctor, Bruce Charles is here. Что намного страшнее, как мне кажется. Она утверждала, что этот голос находится как будто за ней. Он как будто позади меня. И вот тут реально страшно, ведь под подозрением остается только одно отверстие. Исследователи также не видели, что ее губы шевелились, и утверждали, что такое невозможно. Это действительно был голос старика, но никак не голос 11-летней девочки. Меня зовут Билл.
Билл Уилкинс. Слышь, дед, ты можешь свалить нахер отсюда, мы вообще-то снимаем. Очень известный английский чревовещатель Рэй Аллен, который был в этом доме и общался с девочками, сказал, что это просто манипуляция с голосом. Но мне это никак не помогает, если честно. Я хочу сам все выяснить. Для этого прибегнем к помощи профессионала. Берта, привет! Ты как человек, который этим профессионально занимается уже много лет, что можешь сказать насчет этих кадров? Как ты думаешь, эти голоса исходят из самой девочки? No. О? Я не знаю, как он это делает, но это... Матильда, вообще-то спросили меня. Да, кстати, это мой компаньон. Сама ты шампиньон. Да прекрати. Ее зовут кошка Матильда Сарделькина. Ну, а если серьезно, то на видео мы увидели, не лучший пример искусства чревовещания. Хочу напомнить, что чревовещание по-научному называется вентрология. Это сценический прием, когда артист говорит, не шевеля губами, за куклу или поет. При этом создается иллюзия, что голос исходит не из него. На видео у девочки нет куклы, и девочку выдает практически все, начиная от позы и попыткой прикрыться, и заканчивая приоткрытым ртом на улыбке, что, кстати, позволяет ей издавать такие звуки. А вот если бы у нее была кукла, то она бы могла с легкостью переводить фокус внимания на нее, как это делают профессиональные чревовещатели. Я вообще-то кошка. Да прекрати. Вот. И никто бы не заподозрил, что это делает она. Ей бы не пришлось проводить пальцами около губ и делать какие-то лишние движения. Да, Матильда, знаете, она мне мешает, давайте мы ее все-таки уберем. Да, я тоже об этом подумал. Но это, считай, фишка этой девочки. Ее губы почти всегда в таком положении. Скорее всего, именно поэтому исследователи ничего не заподозрили. Очень удобно. Я не очень понимаю, как они могли ничего не заподозрить. Ведь четко видно неидеальное исполнение техники. У девочки двигаются губы, двигается гортань, несмотря на то, что она прикрыта водолазкой. Что, кстати, является в профессиональном мире одним из элементов шоу, чтобы никто ничего не заподозрил. Допустим, если я сейчас буду издавать такие же звуки, как эта девочка, а это можно сделать с помощью ложных связок, то мы увидим следующее. 1, 3, 4. Да, это я разговариваю. Видите, здесь все подвижное. А девочка-то умна. Умны также и репортеры, которые очень умело отворачивали камеру во время того, как она говорит. I'd like to know how you make this noise without bashing Janet's vocal cords to pieces if I'm doing it for half. Ну, вообще, да, я тоже могу издать такие звуки, не двигая губами. Ставьте лайк на это видео. Быстрее. Еще быстрее. Это демон сказал. Если не будет лайка, то я не обещаю вашу безопасность. Вообще, если углубляться в историю чревовещания, то оно пошло из Древней Греции. Есть записи. В 15 веке была такая чревовещательница, женщина, которая разговаривала демоническими голосами. Священнослужители, кстати, тоже делали шарлатанские проделки. И вообще, если ролик вышел, в 1977 году, то на тот момент чревовещание уже являлось все-таки популярным искусством, и его можно было увидеть на телевидении. А так, мое мнение, что девочка все-таки знала, что она делает, и умело этим пользовалась. Звучит так, как будто этому можно посвятить отдельный выпуск. Берта, спасибо большое за помощь, это было безумно интересно. Пожалуйста. Только вот Моррису Гроссу уже говорили, что эта девочка просто сама издает эти звуки. Но он все отрицал. Мистер Гросс, многие, услышавшие этот голос, исходящий из девочек, сказали, что они просто хорошие чревовещатели, и это все обман. Абсолютно нет. Поддерживать такой тип голоса на протяжении долгого времени без повреждения связок абсолютно невозможно. Не забывайте, что дети делали это не на протяжении нескольких минут, а 3 часа кряду. Резонно, но это просто слова. Предлагаю выяснить это у моего друга, который шарит за такие звуки.
Кирилл, ты как человек, который практикует такой вокальный прием в своих треках, к тому же обучающий людей так делать, как отреагировал на это видео? Как тебе уже правильно сказали, в данном звуке используются ложные связки. Эта техника часто используется в экстремальных стилях, во всяком металле и прочем, вот этом всем деле, для того, чтобы получить максимально злючий звук. Нет ничего удивительного в том, что это делает девочка, потому что есть достаточно известные метал-коллективы, где ты без видео вообще не разберешься, девушка поет или парень. А можно ли использовать эту технику на протяжении нескольких часов, как это делала девочка? Ну, мы с тобой вместе смотрели это видео, и, ну, конечно, прям несколько часов это очень утрировано, потому что то, как она это делает, она скажет одно слово, и потом как бы что-то опять общается с журналистом, потом опять... В принципе, да, так может делать практически каждый при определенном развитии мышц. То есть это не то же самое, что петь-то весь концерт на звуке. Вот это вот все. А я думаю, что она просто с детства прикалывалась, ей было весело, и она каким-то образом натренировала эту технику. Но техника — это очень грубое слово, конечно, для этих звуков. Еще раз, кто верит в эту чушь? Ой, много кто, но они не учли того факта, что Дженнет постоянно просила всех отвернуться и начинала говорить, когда в комнате никого не было. Все вокруг какие-то доверчивые. И у меня, кстати, есть фотография, как она летает по комнате. Все сломал. Слушайте, но фото доказательства — это тоже сильно. На этих снимках мы видим, как Дженнет находится посреди комнаты. Таких фотографий много. Она часто левитировала. По ее словам, нечто брало ее под руки и поднимало вверх. Интересно, а как фотограф на это реагировал? Сейчас повиси еще сейчас идеальный кадр, сейчас будет идеальный... На самом деле никак он не реагировал, потому что его не было. Он установил фотоаппарат на штатив и из другой комнаты делал снимки раз в несколько секунд. Да, это супер странно, а вживую якобы видела левитацию только сама семья. Разоблачитель паранормального Джон Никел заметил, что поза полета характерна просто обычному прыжку и, по сути, не нуждается в разборе. Ведь очевидно, что девочка на каждом снимке прыгает с угла кровати. Но чтобы удостовериться в этом, нужно найти остальные снимки с этого фотоаппарата, которые газеты успешно игнорируют. Вы же не думаете, что газеты специально их игнорировали? Это такие же трудяги, которые волнуются за то, что не хватит чернил на печать еще одной фотки и будут проблемы с выплатами для сотрудников. Да, очевидно, что она просто прыгает. А чмошники пытались скрыть остальные фотографии. Знаете, о чем я задумался? Как они все это придумали? На дворе 77-й год, фильмов про полтергейст по пальцам сосчитать, откуда они все это взяли? И кажется, я знаю ответ. Смотрите, эта книжка приходит к выводу, что паранормальное, разумеется, существует. Вроде как она предвзята уже, но там действительно есть кое-что важное. Да, она слышала о Мэтью Мэннинге. Во время наших обысков я обнаружил статью о нем, вырванную из одного женского журнала. Мэтью Мэннинг, писатель, якобы обладающий экстрасенсорными способностями, и в детстве был подвергнут воздействию полтергейста. Его мать, миссис Мэннинг, описывает, что первые странности включали в себя исчезновение чайника. События в Энфилде также начались с исчезновения чайника. Бум! Этим девочкам уже было кого пародировать и откуда брать информацию о полтергейстах. История куклы Аннабель повторяется. Смотрим еще момент. Предметы появляются как будто из ниоткуда, когда Дженнет находится в комнате. И тут совпадает совершенно все. Паранормальное происходит только в присутствии детей. В людей прилетали предметы, но они осознавали это только в момент попадания. То есть они не видели, как они летят. Пахнет говной. Не так ли? Если мы не знаем, откуда предмет, то мы можем только додумать это из контекста. А контекст, очевидно, паранормальный. В психологии это называется top-down processing. И есть интересные исследования, прям связанные с призраками. 600 людей запускали в страшный особняк. Половине из них сказали, что там есть призраки, а половине сказали, что это тупо обычный дом. Что же вы думаете? Те люди, которые думали, что там есть призраки, чаще о них сообщали. У них был контекст. Это согласуется с тем, что все люди, которые верили в призраков, видели что-то в этом доме, а те, кто не верил, не видели. Все предельно просто. Даже в этих книгах все приходит к тому, что когда паранормальное хотели снять на видео, просто увидеть или хоть как-то зафиксировать, ничего не происходило. А когда камеру убирали или отворачивались, то вот тут начиналось самое интересное. Я хотел заглянуть в ту дверь. Я хотел увидеть, что происходит с Дженнет. Я хочу увидеть, шевелит ли она ртом.
Но когда я начал смотреть в щель, то услышал. Очень удобно, я считаю. В этой истории по фактам разоблачено и подвергнуто сомнению почти все, а в противовес мы имеем только заявления участников всего этого действа. Из заявлений Дженнет, кстати, вся паранормальная херовина началась из-за того, что они поиграли с доской Уиджа. С доской, которая была сделана как игрушка. Разумеется, она не вызывала никогда никаких духов. Большой ролик об этом уже можете посмотреть на канале. Если бы я сказал этот факт в самом начале, то видос бы просто не имел смысла, а нам нужна полная история. Это леска была. Так почему эта история считается самой зафиксированной и неразоблаченной? Спустя 2 года, в 1979 году, все прекратилось. Газетные упоминания уменьшились, да и сообщений от девочек поступало все меньше. История официально завершилась, а паранормальное улетучилось непонятно куда. После этого уже взрослых девочек брали на всевозможные интервью, в том числе и консультантами к фильмам, где они слезливо доказывали, что скептики не правы, и фильм на самом деле чуть ли не документалка. The directors, producers, the writers, I value them very much, and I'm very grateful for giving us the chance to tell our true story. Звучит убедительно, базару ноль, но почему бы не признаться окончательно и поставить точку, кричат скептики. Я с ними не согласен. Вы только представьте, сколько людей пострадает от такого признания. Книги перестанут продаваться, телешоу перестанут выходить, бизнес Эда и Лоррейн Уоррен будет под угрозой. Их уже нет в живых, конечно, но наследие-то осталось. А организациям, которые занимаются всякой паранормальной сранью, будет все сложнее доказать то, что это существует. Поэтому, лично по моему мнению, когда ты ведущий персонаж одной из самых паранормальных историй, просто нельзя сознаваться в таком. Потому что это испортит все, не только тебе. Главный вопрос, который можно задать, если все это постановка, то каковы были мотивы? Деньги? Точно нет. Я ни в коем случае не скажу, что семья гонялась за славой и деньгами. Исследователи вокруг них очень даже возможно, особенно Уоррены, но не девочки. Тут нечто другое. Возможно, привлечение внимания. По моему мнению, они уже просто не могли остановиться. Это перестало быть шуткой в тот самый момент, когда весь город узнал об этом. И, разумеется, это привело к тому, что сверстники могли над ними подшучивать. Но пути назад просто не было. Их бы все обвинили во вранье, и было бы намного хуже. Подумайте об этом. Как можно дать заднюю, когда даже городской совет делает все, чтобы девочкам стало легче? Человек в принципе не может называть себя тупым в мире, где городской совет Энфилда всего спустя 2 месяца после начала паранормальщины отправляет на недельный отпуск всю семью к морю, чтобы они отдохнули от демона. В это время ни в доме, ни на отдыхе ничего странного зафиксировано не было. Какой удобный ручной призрак, можно иногда выключать. Но если вы хотите знать лично мое мнение, то по моей версии все выглядит так. Гай Плейфер в очередной раз нашел доказательства паранормального, потому что искал его. Морис Гросс, так как потерял дочь и верил в загробную жизнь, возможно, искал утешение во всем этом. Газеты нашли сенсацию и доели ее до последнего, а Уоррены получили очередную демоническую историю в свое портфолио. А вот что побудило девочек все это провернуть, я вам сказать не могу. Да уже никто не может. Единственное, что у нас есть, куча несостыковок. А дальше уже решать вам. Но давайте делать скидку на то, что все происходило в 1977 году, и люди были намного более доверчивые. Эта история началась с ничего и также угасла. Правда, оставив после себя большой и вонючий шлейф. Поговорим о реальных последствиях этого инцидента. В 1992 году BBC, вдохновившись историей про энфилдского полтергейста, выпускает якобы документальный фильм, где репортеры ходят по дому с паранормальщиной. Это было реально. Это было страшно. И никому не сказали, что это выдумка.
В прошлом ролике про страх я уже сказал, что от этой передачи вполне пострадали как минимум несколько детей. У них было посттравматическое стрессовое расстройство, как раз потому, что они считали это чем-то реальным. Я уже не говорю о тысячах жалоб, поступивших в BBC о том, что им теперь нельзя верить. Но вот что еще произошло. Через 5 дней после передачи на дереве повесился 18-летний парень Мартин Денхэм. Парень из обычной семьи, посмотрев эту передачу, ходил сам не свой. У всех спрашивал о призраках, и было видно, что он напрягся конкретно. Это все со слов отца. А в предсмертной записке он написал: «Если призраки существуют, то я буду всегда с тобой, как призрак». Это было адресовано его маме. Родители, разумеется, поняли, что всему виной та паранормальная программа, и начали жаловаться, что принесло внушительные результаты. Совет по стандартам вещания указал на то, что BBC намеренно пыталась напугать всех своих зрителей и наложил запрет на повтор этой программы по телевидению на 10 лет. В итоге BBC принесли извинения. Тут много переменных, и я не хочу быть старым пердуном, который говорит: «Во всем виноваты видеоигры и фильмы». Нет, хорроры — это прекрасно, но люди должны знать, что они в безопасности. А тут они просто максимально доверились и обожглись. Но я это к чему? Если парень правда оказался таким впечатлительным и наложил на себя руки именно из-за передачи, то вера в паранормальное, а косвенно и история Энфилдского полтергейста убила как минимум одного человека. Не понарошку, а по-настоящему. Выводы сложно сделать, ведь довести до самоубийства, скорее всего, может даже мультик. Но я знаю точно, что в теме паранормального лучше не вводить людей в заблуждение. Это сильно заседает в голове и передается из поколения в поколение. Вспомните, что ваши бабушки в основном во все это верили, как верили все мы в детстве. Поэтому, если вы задаете вопрос, зачем доказывать то, что паранормального не существует, ведь это типа очевидно. Да это не очевидно ни хрена. Ага, я тоже думал, что скептицизм — вещь популярная сейчас, пока не почитал комментарии под видео насчет Энфилдского полтергейста. Люди просто говорят, что это правда, попутно обвиняя скептиков за то, что у них нет доказательств. А если есть, то иди в жопу вообще, ведь у нас есть кое-что получше просто слова очевидцев. Вот и что с этим делать? Я знаю. Рассказать побольше подробностей и оставить это видео висеть в интернете. А в описании оставить все документы, которые помогут пролить свет на эту историю. На этом мои полномочия все. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, что смог описать вам еще один способ манипуляции, и вы действительно узнали нечто новое. Ставьте односторонние пальцы вверх. И подписывайтесь на наши соцсети. Давно хочу что-то в Инстаграме разыграть, что-то крутое. Может, самое время? Так что переходи и подписывайся. Но что, если в этом ролике я оказался неправ? Что, если все это реально произошло в 1977 году на Грин-стрит 284? Как бы изменилась ваша жизнь? Что, если скептики именно в этот раз всех обвели вокруг пальца? Хотелось бы верить, но верится с трудом. You and me, everything that we've been through has made us strong. You won't believe we've had our gray, but somewhere there's a light inside of us. It shows the way. Not looking for no heaven or gold, 'cause I got you, don't wanna show us off, but you're my all. All that I need. Trying to sugar cold, but I'm flying so high. I don't even know if I'm coming down. You rock my boat when you hold me so tight. The world just disappears in front of my eyes. I'm telling you why. This ain't no madness. The smoke in the mirrors are memories. Now the sun has come down like a river rising way up above. This ain't no sugar coat.
Не палите.